Итак, вот что у нас уже изменилось. Ну вот на днях я выкашивал здесь вот дорогу. Было все заросшено, машинам было невозможно проехать. Сейчас более-менее выкосил. Теперь вот у нас вот здесь вот столб стоит. Здесь заросшее все в черемухе. Тоже надо выкашивать. Я тоже вот вчера начал. Немножечко вот уже выкосил. И теперь вот эти веточки, которые вот лежат, тоже хочу выкосить и облагородить. Цветочки. И рисочки тоже сегодня посадили. Бак, к сожалению, прохудился. Бак дырявый. А жаль, такой хороший бак. Вот. Комната, уборная комната. Тоже поставили ее, потому что от предыдущих хозяин уборная комната завалилась. Вот. Яму копал лично я. Ну вот пока двери нету, на днях должны. Ой, на днях. Ну вот такая вот пордон. Ну здесь уже начинается соседский участок. Вот это вот все вишня заросшая. Вот тут все наш участок. Все к чертовой бабушке заросшено. Надо потихоньку выкашивать. Работы до хрена. Тут посадили, со старой дачи взяли елочки, то что тут нету. И посадили 3 елки. Вторая. И вот 3. Тут вот 2 куста крыжовника. Этот год отплодоносит, его надо разделить, что-то он очень большой. Это, если видите, первое видео, которое я вам показывал, это вот то, что весной тает, ручей здесь бежит. Ну вот, тут получается, вот непонятно, что тут за яблочко. Вот тут посмотрим, что вырастет. Вообще вот 6 яблонь. Яблони обалденные, потому что в прошлом году осенью, когда смотрели участок, тут прям яблони есть, очень крупные яблоки. Здесь тоже под яблонями все было заросшее. Я вот в первую очередь решил под яблонями все облагородить, чтобы можно было ходить. Да и вообще, чтобы яблочки было собирать удобно. Вот. Яблони вот мы специально сухие посрезали ветки. Ну, тоже будем этим летом их перепиливать и на шашлыки убирать. Вот эти вот заросли надо убирать. Вот яблонька. Ну, здесь мы с вами выходим. Тут тоже вот. Сейчас я встану поудобнее. Здесь все вот, понимаете, вот если вот видите, вон туалет, да, и вот как я вам говорил, здесь вот все вишней заросшено. Все вишней. Тут есть пару березок на нашем участке, и там березки уже идут другого участка. Так, ну что, здесь я не пройду лес, там тоже вот надо все вычищать. Много дров, очень много веток. Здесь вот у нас старый, под этими ветками старый туалет, который завалился. Вот здесь
Давайте я назад теперь выйду и покажу дальше. Так, вот я вышел. Вот они вот, где мы ходили, яблони. Теперь в этот край. В этом краю получается, как видите, вот такая вот земля. Там, в том краю земля нормальная. Вот здесь вот каменистая. Тут вот два куста вот смородины. И это у нас там крыжовник, по-моему, да? Или смородина, не вижу. Тут цветы в баллонах. Но тут надо тоже убираться. Вот еще один, кстати, куст смородины. Фу, жара какая. Ну, тут надо убираться. Тут они запустили свалку. Сделали. Ну вот, есть вот контейнер возле дома для инструмента. Инструментов вообще полно. Все пооставляли. Шикарный дом. О, а вон, если видите, кошка побежала. Так, ну что здесь еще? Здесь грядка с цветочками. Даша, кс-кс-кс. Охотница. Вчера мышку поймала. Причем не в домике, а в огороде. Сегодня мышку поймала. И ящериц. Я уже не считаю, сколько ящериц ловит. Ты куда пошел? Ты ко мне, что ли, пошел? А что ты ко мне пошел? Скоро домой поедем. Скоро. Да, я видео досниму. Привет. Так, здесь планируем сделать мангальную зону. Тут очень так хорошо. Это вот слива. Давайте покажу. Я сегодня уже посмотрел. Ягодки, вот они. Эти ягодки уже завязались. Не знаю, не помню. Мы здесь не ходили. Какая здесь слива. Но вишни до хрена. Сколько вишни уже поспилили. Вот еще. Видите? Кусты с вишнями. Это вот сегодня триммером выкашивали. Но вот не понимаю я. Вот это вот все-таки, может быть, кто-то узнает. Вот это вот цветочки какие-то или не цветочки. Похоже, как на цветочки. Поэтому решили пока их не трогать. Ну, теперь давайте покажу. Здесь у нас тоже вот старые ветки. Тоже их надо убирать. Потому что, ну, блин. Участок 10 соток, сами понимаете, тут рук не хватает. Так, здесь вот была тропинка в старый туалет. И вот здесь прямо у нас труба идет, где включаем воду для полива. Здесь тоже. Вот клубника по всему огороду. Ну, я осенью хочу сделать грядку отдельно. Эту со старой дачи выкопали черную малину. Хочу развести черную малину. Ну вот, в принципе, и все. Туда мы не пойдем, там захламлено все. Вот, кстати, какая-то одна, наверное, сосна. Тоже вот она, вишня. Я пока оставил. Мы посмотрим, какие будут ягоды в этом году. Если ягоды будут нормальные, то оставим. А так, в принципе, здесь вот все еще облагородить надо. Тут, кстати, видимо, у старых хозяев здесь, наверное, была малина. Что, видите, вот кусты малины. Тоже надо будет, возможно, сделать и оставить грядку с малиной. Ну вот, в принципе, вот такой вот участок. Участок огромный. Как я уже говорил, 10 соток. Работать до хрена. И вот дом. Пойдемте сейчас посмотрим дом. Довольно большое крылечко, которое соединяет. Это вот, кстати,
холодильник, который остался от старых хозяев, а в дом перевезли свой холодильник. Это банька, она очень маленькая, буквально там на одного человека. Ну вот, заходим в домик. Это у нас кухня. Здесь, в принципе, вот микроволновка и холодильник — это наше родное, которое мы сюда привезли. Все остальное — это вот, ну, тут кроме ведер, наверное, и какой-то мелкой посуды, это все, что осталось от предыдущих хозяев. Это прям, знаете, вообще шикардос. Дача готовая, заезжай, как говорится, и живи. Все есть, вся посуда. Я уж молчу про диваны, плитку, мебель. Сколько здесь мебели. Вот такая вот кухонка. Довольно такая просторная, очень мне нравится. Вот мы вчера сделали перестановку, вынесли сюда диван. Вообще здесь обеденный стол стоял. Ну, здесь как бы темновато. Вот сейчас, видите, без света. А вот в зале, так скажем, там светлее, там как-то интереснее, уютнее. Решили так сделать. Ну, кухонный гарнитур, обычный дачный кухонный гарнитур пойдет, как говорится. Вот наш холодильник. Это у меня холодильник с моей квартиры, который я покупал. Тоже у меня от хозяев остался. Холодильник классный, мощный, круто. Ну, дорогие мои, только вот буквально пару месяцев. Очень сложно сейчас все сразу в порядок привести. Поэтому, пардон, пока вот как есть, я вам показываю. Поднимаемся на второй этаж. Второй этаж — это, конечно, клево. Тут сразу крыша над головой. И вот под перекрытием сразу профлист, да, по-моему, там. И поэтому здесь летом под крышей очень тепло. Но, в принципе, знаете, вечером под утро холодно. Поэтому кому как. Вот такой вот второй этаж. Здесь двухспалка, кровать, маленькая односпалка. Как ее называют, господи? Вот тумбочка, а это кресло. Камин тоже вот остался. Но вот вентилятор — это наш, со старой дачи. Вентилятор со старой дачи. Вот такой вот светильничек. Прикольно. Ну вот, в принципе, второй этаж. Вид со второго этажа открывается на речку. Но не буду я уже все это снимать, потому что еще влогов буду делать много разных, увидите. Вешалка тут с чистой одеждой, а здесь окно выходит на улицу. И вы видите, здесь, в принципе, практически на уровне улица. Практически на уровне. Ну, давайте зал посмотрим. Вот. Ну, здесь тоже, смотрите, телевизор, тумбочка. Это все она оставила, кроме вентилятора. Ну, круто. Я считаю, очень круто. О, боже мой, как я эту лестницу не улететь бы с этой лестницы. И вот зал тоже тут у нас. Тоже двухспалочка. Кстати, диван леопердовый. Это мой леопердовый диван. Ну, здесь детская. Не знаю. Может, родственники кого-то заберет. Вот. Ну, как без этого? Ну, у кошки тоже должен быть свой туалет. Ну, она, к счастью, или к сожалению, она в него здесь не ходит на даче, потому что ей край надо ходить, скажите, на улицу. А здесь вот у нас есть и чашечки. Извините, тут мусор. Вот, ну все, в принципе. Вот такой домик. Буду делать еще дачные влоги-то. Игрушки тоже остались от местных. Вот так вот решили стол поставить. Здесь больше света, как-то уютнее. Вот тоже два шкафчика ее. Вот, наверху это подарок.
Это подарок на покупку дачи. Это афганский казан. Что-нибудь заварганим. Игрушки-то ее. Вот этот казан мы уже плов в нем делали. Вот. И тын-тын. Есть еще такая колонка тоже в подарок. Ну вот, в принципе, усё.